Моя мама привела в дом нового постоянного мужчину. После развода она несколько лет жила для себя, и ей не был в тягость статус разведенки с прицепом. Хотя прицепу уже исполнилось 19, точнее она вела вполне самостоятельную жизнь. Но теперь все немного изменилось. Я пыталась игнорировать своего потенциального отчима, но это было невозможно. Он постоянно притягивал мое внимание своими чудесными карими глазами. Его глубокий бархатный голос, от которого мои соски твердели в самый жаркий зной. Его красивые мускулистые руки, сильные и нежные одновременно. Я представляла, как эти руки гладят мою попку, как проникают в горячие влажные недра моего тела, как мои ноги крепко обвивают его стройную талию. Грязные мысли не давали мне покоя. В особенности ночью. Я то и дело просыпалась от собственных желаний. «Наташа, ты в порядке?» Его голос сводил меня с ума. «Да все нормально», — отвечала я, а сама только и думала о том, чтобы он тайком пришел в мою комнату ночью и поимел меня так, что я не могла бы ходить на следующий день. «Ты всегда можешь обо всем поговорить со мной, ты же знаешь». «Все хорошо, просто скоро экзамены, вот и волнуюсь немного», — вздыхала я. А сама тайком наблюдала, как он пьет из своей чашки. Как его губы обхватывают керамическую кромку. Вот бы прикоснуться к ним, чтобы он точно так же выпил меня. Я представляла, как он припадает к складочкам между моих ног, как его язык доводит меня до безумия, заставляя вновь и вновь взлетать на вершину блаженства. «Не переживай, ты много занимаешься, и я более чем уверен, что сдашь без проблем». Я кивнула. Но мысли мои были весьма далеки от учебы. Больше всего на свете я боялась, что он узнает о моей симпатии. Как отреагирует на это мама? Она так счастлива с ним? Или просто делает вид, что счастлива? Мама считала, что мне обязательно нужен отец, хотя я уже не маленькая девочка. Я притворялась, что этот человек мне безразличен. Более того, неприятен. Очень боялась, что он узнает, как я теку при одной мысли о нем. Мама всячески пыталась наладить контакт между нами, но я держала определенную дистанцию. Вдруг она заметит мое отношение к отчиму и прогонит его. В выходные мама предложила совершить совместный поход на озеро для укрепления отношений. Я поколебалась для вида, но согласилась. А в пятницу вечером ей позвонили с работы и срочно попросили подменить заболевшую сотрудницу. Я решила, что поход отменяется, и очень расстроилась, хотя сделала вид, что наоборот, безумно рада этому. Но мама сказала: «Вы все равно должны пойти вдвоем. Это поможет вам найти общий язык». Я застыла на несколько секунд, шокированная таким предложением, только я и Игорь. Я и представить не могла себя наедине в лесу с человеком, при виде которого мое сердце готово выпрыгнуть из груди. «Именно, отказ не принимается», — категорично заявила мама. «Соглашайся», — попросил меня Игорь. «Я знаю чудесное место на берегу озера, можно поставить палатку, купаться. Вечером разведем костер и будем жарить хлеб с сосисками. Тебе понравится». «Звучит неплохо», — хмуро протянула я. А сама представляла, как он жарит не только еду на берегу этого озера при свете костра. Ночью я едва смогла заснуть. Мне удалось немного задремать только на рассвете, поэтому утром я сидела на кухне с видом восставшего зомби, угрюмо заглядывая в чашку кофе. «Вот это сюрприз! Ты встала раньше меня!» В кухню зашел сонный Игорь. «Пришлось? Все из-за твоего дурацкого похода. Умничка, тебе понравится на природе, вот увидишь. Собирай вещи, а я в душ». Я задрожала. Каждый раз, когда он называл меня умничкой, по спине бежали приятные мурашки. Я просто ничего не могла с этим поделать. «Заткнись и пей свой кофе», — мысленно оборвала я сама себя. Стиснула в ладонях горячую кружку и, не чувствуя вкуса, сделала большой быстрый глоток. Обожгла язык. Это немного успокоило меня. Собрались довольно быстро. Игорь в этом плане такой же, как и я. Не любит долго копаться. По дороге заехали в супермаркет за едой. Уже на кассе я заметила в тележке пару бутылок вина, и что меня удивило, маленькую бутылочку водки. Я небольшой любитель выпить, но в компании Игоря готова была уговорить бутылочку другую. А вот водка, честно говоря, меня поразила. Не замечала ранее склонности моего отчима к крепкому алкоголю. Но я ничего не сказала. Дорога пролегала через живописные равнины и поросшие весенней зеленью холмы. Поездка заняла чуть более 3 часов, но нисколько не утомила. У меня накопилось так много вопросов к Игорю. Например, я не могла понять, за что он выбрал мою маму. Они так отличались. Игорь любил спорить на философские темы и читать книги, а мама предпочитала развлекаться в гостях у незамужних подружек. Пока я думала, с чего начать разговор, меня неожиданно разморило, и я уснула. Проснулась от того, что Игорь мягко толкал меня в плечо. Открыв глаза, я увидела его прекрасное лицо. «Проснись, красавица! Уже приехали?» Сонно буркнула я. «Да, выноси вещи, будем ставить лагерь».
Звездочка, звездочка, звездочка. Вечером мы сидели перед костром, любовались на танцующее пламя. Я рассматривала его лицо. В отблеске огня на нем одно выражение быстро сменяло другое. Игорь был явно чем-то озабочен. Он много работал и почти постоянно носил деловой костюм, но сегодня на нем были самые обычные джинсы и серая рубашка. «А почему бы нам не выпить?» – спросил отчим и потянулся к бутылке с вином. Он достал предусмотрительно приготовленные бокалы и разлил малиновую ароматную жидкость. «Немного алкоголя мне не помешает», – улыбнулась я. Игорь помолчал, а затем необычным голосом произнес: «Что бы ни случилось, знай, ты всегда будешь моей маленькой девочкой, и я всегда буду любить тебя». Я слегка оторопела от такой тирады. К чему это он клонит? «Спасибо, я тоже тебя люблю. Ты самый лучший отчим, нет папы на свете». Мы чокнулись, и я постаралась не кривиться, отпивая горьковатое вино. На самом деле я очень редко пью. Но мне не хотелось, чтобы Игорь считал меня профаном в этом деле, поэтому я решила удивить его и выпила весь бокал одним залпом. «А ты полна сюрпризов», – удивился Игорь. «Еще вина?» На самом деле мне отчаянно хотелось сказать «нет». Но я решила, что если напьюсь достаточно сильно, то решусь искупаться в озере без одежды. И тогда Игорь точно не устоит. «Конечно», – сказала я. Звездочка, звездочка, звездочка. Полчаса спустя я сидела у кромки воды, любуясь огромными яркими звездами. «Эй, ты где?» Голос моего отчима глухо донесся со стороны машины. Я услышала шаги позади себя и сразу поняла, что он пьян. Очаровательно пьян. Игорь улыбнулся и тяжело опустился на траву рядом со мной. «Давай сделаем кое-что», — сказал он и загадочно подмигнул. «Конечно, все, что хочешь», — подумала я. «А давай включим музыку погромче и потанцуем», — засмеялся он. Я чувствую себя идиотом, но, по-моему, это было бы весело. «А давай», — согласилась я. Он пошел к машине, включил музыку. Я начала танцевать. Он не танцевал, стоял около машины, смотрел на меня. Его глаза блестели. Я подошла к нему. «Извини, иногда я веду себя несколько вызывающе». Его лицо было едва различимо в сумерках. «Наташа, ты не думала завести себе парня?» «Думала, но почти все мои знакомые парни уже заняты. А те, что свободны, и даром не нужны». Напряжение между нами нарастало. Оно буквально висело в воздухе. Любовь – странная штука. Иногда кажется, что любишь человека, а потом понимаешь, что любил не его, а придуманный нереальный образ. А человек на самом деле абсолютно чужой. Он грустно улыбнулся. Я внимательно смотрела на него, стараясь не показывать эмоции. Я бы хотела порадоваться, что у них с мамой, судя по всему, не складывается, но мне было грустно. Я прислонилась к его плечу и уткнулась в него носом. Вдохнула его неповторимый аромат. Он обнял меня, притянул к себе. Не знаю, сколько мы простояли вот так, пока музыка не закончилась. Но он не отпустил меня. «Ты так прекрасна», – прошептал он мне в ухо, запуская руку в мои волосы. «Я удивлен, что никто еще не сделал тебе предложение». Я рассмеялась. «Предложение? Мой последний роман продлился всего месяц. Наверное, у меня слишком стервозный характер». «Неправда, ты совершенно». Адреналин уже зашкаливал. Я закрыла глаза, обняла Игоря. Дальше все было словно в сказке. Звездочка, звездочка, звездочка. Утром я проснулась в машине, заботливо укрытая одеялом. Из одежды на мне была только рубашка. Игорь сидел на берегу озера, разговаривал по телефону, а когда он вернулся, его лицо выражало тревогу и смущение одновременно. «Что-то случилось?» – звонил мой хороший друг. «Он вчера отдыхал в клубе и видел там твою маму. С мужчиной, она не была на работе. Мне очень жаль. Что ты теперь будешь делать? Отвезу тебя домой. Нам предстоит серьезный разговор с твоей мамой». Вообще к этому все и шло. Ты, наверное, и сама это заметила. Наши отношения, надо признать, в последнее время оставляли желать лучшего. Я помолчала, обдумывая ситуацию. «А как же я?» Игорь улыбнулся и погладил меня по щеке. «Вот это меня волнует сейчас больше всего. Девочка моя, мне нужно подумать. Дай мне время». «Хорошо? Хорошо», согласно кивнула я. Мое сердце колотилось как бешеное, но я не подавала вида. Что будет, то и будет. Эта ночь навсегда останется в моей памяти. Ночь, когда исполнились мои самые заветные мечты. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк, так вы поможете развитию канала.